Некоторые духовные практики, по-видимому, успокаивают человека, удерживая его в настоящем моменте. Предлагают ли православные ритуалы возможность вырваться из ритма современного мира и замедлиться? Духовные практики, духовные практики в православии, они как бы погружают человека в другой мир. Все телесное, мирское уходит на второй план. И мы погружаемся как бы во время практик в более светлую, более справедливую, более какую-то чистую, сказать, другую реальность, где думаешь только о состоянии души. То есть все тело это как бы временно, а самое главное в жизни это душа. И поэтому она с нами как бы до самого конца, даже после смерти. И поэтому о том, какой будет душа, мы должны думать сейчас, в данный момент. И должны заботиться о ней. Все плотское, стрессы, проблемы — это временно, это здесь и сейчас. А вот душа с тобой на века. И ты должен в первую очередь думать о том, с каким грузом в душе ты попадешь, дальше пойдешь по своему развитию, другие перерождения, так можно сказать. Результаты показывают, что хотя у женщин уровень стресса может быть высоким, их самооценка также может быть высокой. Как вы, как женщина, считаете, ваша вера дает вам дополнительную устойчивость перед лицом трудностей? Ну, в жизни женщины действительно причин для стресса очень много. Это как бы и дети, и быт, и работа, и братья, сестры, родители. Ты за всех переживаешь, и хочется, чтобы в их жизни было все как можно лучше. И все остальное для женщины уже как бы не такую важную роль играет, но, конечно, тоже важно. Вот. И как бы в православии для нас огромную роль играет Дева Мария. Как бы она для нас пример. То есть она тоже была женой, матерью, хранительницей очага. И вот как она справилась со всеми трудностями, выпавшими на ее долю, так и мы тоже справимся. То есть у нас есть живой пример, у нас есть источник вдохновения. Поэтому мы, как женщины, всегда, она как Дева Мария в православии, это как наш проводник и пример, который нам покажет и даст надежду на то, что мы все сможем сделать, что она позаботится и о наших детях, и о наших близких, и как бы все будет хорошо. Данные показывают, что личный смысл, придаваемый ритуалу, а не его частота, может быть более важным для снижения стресса. Для вас значение ритуала важнее того, как часто вы его исполняете? Для меня главное это исполнение самого ритуала, потому что, опять-таки, ритуалы это способ очищения души, то есть способ подготовки души к чему-то более важному. И именно сам процесс подготовки это как бы имеет большое значение, потому что душа, как и тело, должна быть чиста. И, ну, конечно, должна быть чиста постоянно, но не всегда получается, потому что иногда ты поддаешься негативу, каким-то эмоциям неправильным, гнев. То есть, ну, все люди, идеальных людей нет, поэтому все поддаются каким-то нечистым эмоциям, так скажем. И с этим трудно, конечно, справиться, поэтому, выполняя ритуалы, мы как бы очищаем себя, очищаем душу, и это не может не привносить свет в твою жизнь, и жизнь, как бы настроение становится лучше, ты чувствуешь себя более приподнятом настроении, и как бы забываешь о стрессах, тем самым избавляясь от них. И все негативные ощущения в твоей жизни в эти моменты уходят.
Как ритуалы вашей православной веры обеспечивают вам зону комфорта и духовную поддержку, когда вы справляетесь со стрессом, возникающим в повседневной жизни? В исследовании было показано, что участие в ритуалах формирует более позитивное самовосприятие. В этом контексте, как, по вашему мнению, ваша вера влияет на ваше отношение к себе и ваше внутреннее спокойствие? В православии существует много ритуалов. Мы украшаем свое жилище на всякие праздники, и также, когда готовимся к праздникам, тоже совершаем некоторые действия. И вот для меня, допустим, это способ в какой-то мере изменить обыденную рутину жизни, что-то привнести, что-то новое в ход своей жизни. И когда занимаешься исполнением ритуалов, ты уже чувствуешь, что в твою жизнь что-то входит новое, другое, и чувствуешь в тоже приподнятом настроении, уже чувствуешь вдохновение, уже чувствуешь, что в жизни приходит оптимизм, веришь во все светлое. И во время соблюдения всяких ритуалов уже даже времени не остается думать о чем-то плохом. Ты уже забываешь о стрессах и полностью погружен в свои вот такие дела православные. И выполняя все ритуалы, все негативное уходит на второй план. Мы концентрируемся на более главном и важном, что намного ценнее всего в человеке — это душа. И вот исполнение ритуалов, ты именно уже погружен заботами о душе. И в мире, в жизни все приходит и уходит, а душа, она вечна. И вот именно забота о ней — это самое важное и главное.